Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы с вами рассмотрим новое крупное обновление HyperOS 2. Что интересного, стоит ли обновляться и вообще что сейчас нынче по HyperOS от компании Xiaomi, вы узнаете в этом видео. Так что присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Какой бы ни была крутой HyperOS 3, я на примере Xiaomi 15 откатился обратно на глобальную прошивку. И я очень был удивлен тому, что на нее приходит новое обновление HyperOS 2.0.225.0. Казалось бы, такие крутые цифры будут нам сулить с вами, ну, как минимум, очень много изменений. Но, к моему удивлению, назовем это так, лишь только такая скупая строка, скорее даже две скупых строки по разделу системы, что лишь обновление патча безопасности от сентября 2025 года. Хотя, опять же, казалось бы, у нас уже на дворе 23 октября, и в принципе было бы логично рассылать уже прошивки с патчем от октября месяца. И спешу вас обогнать от комментариев под этим видеороликом, что есть уже прошивки с патчем от октября 2025 года. Но что же интересного в этом обновлении? Как заявлялось, помимо того, что там как бы патчи и прочее, разработчики устранили определенные проблемы с оптимизацией и автономностью. Да, об этом вы публичной информации не увидите, но, скажем так, владея определенными связями, можно было получить именно вот такую информацию. Что же касательно всего того, что я вам только что рассказал по автономности и прочему. Данное устройство работает в полноценном режиме, то есть тут пользуются и Телеграмом, и Инстаграмом, и там, понятное дело, голосовыми вызовами, то как бы я могу отметить, что автономность стала чуть получше. Не сказать, что она на уровне, как вот допустим в той же HyperOS 3, что рассказывал там плюс-минус 10-15% улучшения автономности, но по крайней мере нет какого-то дикого разряда даже ночью. Потому что были определенные моменты, когда устройство вот могло просто за ночь потерять до 5%. Хотя в норме это где-то 2-3%, от силы 4. И вот поиспользовав уже эту прошивку какое-то определенное время, я опять же могу вам сказать, что да, стало по этому компоненту куда повеселее. Но в любом случае, я думаю, если разработчики будут нам подтягивать все эти алгоритмы по автономке, батарейка будет жить куда еще лучше. Если вы мне скажете, а что же там глобально у нас меняется по разделам? Наверное, самый такой раздел, который в последнее время разработчики очень хорошо полюбили, это Hyper AI. И, соответственно, AI улучшение приложений. Меня обрадовало то, что разработчики в кои-то веки переводили разделы, потому что раньше они были на английском языке. Но чего не скажешь про раздел динамические обои, тут все так же у нас недоперевод присутствует. Но если условно поставить там какую-то бета-версию этого Engine Hyper AI, приложение, о котором все думают для чего, но если его там включить в настройках, то перевод у нас появится. Так что разработчики что-то не особо спешат вот в плане локализации выполнять какие-то телодвижения. Что из нового тут можно заметить? В разделе AI перевод разговора у нас появляется два тумблерочка. Это автоматическое распознавание языка и это включать микрофон автоматически. До этого всей этой истории не было. То есть там все стояло по умолчанию, что все определяется, все включено, и тому подобное. Сейчас же нам решили почему-то дать такой функционал. Вообще странно, почему изначально разработчики об этом не подумали. Но мы двигаем с вами далее. Рабочий стол. Тут, я думаю, стоит остановиться более подробно. 23 октября вышла очень хорошая версия системной оболочки для смартфонов Xiaomi и Redmi. И, к сожалению, Poco Launcher в этом плане немного отстает. Получается, помимо того, что там было указано, что улучшена оптимизация, быстродействие, скроллинг, отсутствие лагов, кстати, это близко очень к правде, а разработчики нам делают небольшие редизайны по настройкам. Если зайдем мы с вами в способ навигации, вы увидите, что у нас, во-первых, меняется в целом визуал того, как оно отображается, добавляются вот эти крутые часы, и да, скорее всего, это нам спойлер уже на HyperOS 3 Global, что именно в глобальной версии прошивки такой стиль часов все-таки появится. По другим настройкам тут, к сожалению, ничего нового нет, и оно остается все по-старому. Плюс выполнили небольшой редизайн расположения объектов в недавних и, увы, без третьего стиля. Все так же я на этом акцентирую ваше внимание, потому что в комментариях многие спрашивают, интересуются, переживают, вообще добавят ли третий стиль, но пока что, к сожалению, нет.
Плюс также, если мы сделаем с вами щипок, зайдем в настройки и выберем эффекты прокрутки, также тут разработчики немного все перерисовали, и вместо унылых надписей, которые были до этого, теперь у нас хотя бы визуальная составляющая проявляется. И да, это очень хорошо. В целом, по своим ощущениям от этого лаунчера я остался очень доволен. Все открывается молниеносно, все открывается без каких-либо затупов, задержек, подфризиваний и прочего. По папкам также никаких проблем нет. Плюс напоминаю вам, что есть у нас и такой вот блюр, когда мы хотим удержать приложение и выбрать его какие-то возможности. Да, выглядит очень круто и действительно, перфекционисты обрадуются. Опять же, если у вас это размытие поддерживается смартфоном и разработчики это искусственно не убрали. Также, кому интересна эта версия системной оболочки, в описании под этим видео будет актуальная ссылка. Ну и теперь немного по стоковым приложениям. Разработчики в этой версии прошивки не стали особо заморачиваться с версиями камер, то есть у нас все остается по-старому. Хотя это очень странно. Я надеялся, что разработчики нам что-то тут новенькое завезут, что-то новенькое добавят, а так в целом и общем. И вот разработчики думают, вот скоро там уже выйдет HyperOS 3, мы в целом сможем там вам что-то новое дать, и вы этим будете наслаждаться. И потому, если вы вручную не обновляете стоковые приложения, в частности там галерею, заметки, редактор медиа, камера, другие там безопасность, к примеру, то у вас новых фишек не будет. А если они и будут, то через очень долгое время. Опять же, я никого не призываю бежать обновляться, ставить там приложухи вручную. Кто-то ожидает их официально, кто-то хочет их качать быстрее. Опять же, хотите качать быстрее, это все добро можно в нашем телеграме находить, устанавливать на свое устройство, и радоваться новым фишкам. Теперь у всех такой есть очень интересный вопрос. Что же там по HyperOS 3? Вот есть люди, которые рассказывают, что прошивка отозвана, отложена там или еще что-то, ее решили там перенести и прочее. Опять же, с чего люди это взяли, которые об этом рассказывают? Ведь у этих людей есть уже определенная аудитория, и после того, как они это расскажут, потом приходят к нам и говорят, что «а вы знали, там HyperOS 3 решили перенести». Когда ты задаешь вопрос, а с чего вы это взяли, покажите мне официальный источник этому делу, и на этом всем дальше дело не идет. Потому что я вам хочу сказать касательно HyperOS 3 Global. Разработчики дали нам такие вот границы с октября, то есть с 1 октября по 30 ноября 2025 года. Должно там на флагманы, на предфлагманы ПОКа все это добро поприходить. И скорее всего, опять же, рассылка будет в ноябре. То, что сейчас пришла прошивка, вот это вот, что я вам показываю, вообще ни о чем не говорит, что разработчики условно завтра не могут для тестеров рассылать HyperOS 3. Опять же, мы не знаем всех их планов. Я не разработчик, я не имею отношения в принципе к тем людям, которые разрабатывают софт для смартфонов Xiaomi, потому нам лишь только нужно с вами дожидаться момента, когда пойдет рассылка, и лишь только тогда мы с вами сможем сказать: вау, это круто. И потому на сегодняшний день никакой информации про отложенный выпуск, про там прекращение разработки, там еще про что-то нет. Потому не доверяйте таким источникам и всегда перепроверяйте информацию. В целом я остался доволен этим обновлением, хоть и нет каких-либо, знаете, таких больших фишек для наших смартфонов Xiaomi. Работает стабильно, замечательно, открываются приложения быстро, там подтянули оптимизацию лаунчеры, вообще прекрасно. Автономка прекрасная, это вообще как бы без всяких вопросов. То есть разработчики сейчас нам пуляют такие заплатки перед HyperOS 3. А как оно и что будет дальше, в скором времени и узнаем. А если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. А на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.